Как выбрать не будущую бывшую и не разочароваться во владельце храма Афродиты между ногами? И как перестроить свой фокус на лапушек и роскошниц? Моя любовь любит аргентинское танго, раз-два. Привет, меня зовут Оля Вастикова. Сегодня я расскажу тебе, почему ты выбираешь не девушек-лапушек, а стервозных ужастелей. Вот тебе 4 совета и причины от меня. Первое. Ты выбираешь неподходящих для себя девушек. Ты выбрал для себя типаж, который тебе совсем не подходит. Например, ты выбираешь себе типаж снежной королевы и бегаешь за ней. То есть, например, тебе очень нравится Дашенька, она никак эмоционально не вовлечена в ваши беседы, она практически вообще о тебе ничего не знает, но ты по ней страдаешь. Она ведет себя как стерва, но манит тебя просто как магнит. Вот коза. А вообще-то тебе бы хотелось тепла и заботы от нее. Или ты, например, весь такой отличник, рассудительный, ты строишь планы на день, на неделю, на год, практически на всю жизнь, а тебе нравятся инфантильные девушки, которые ведут себя очень по-детски. Ты веришь, что со следующей девушкой у тебя все будет по-другому, но в какой-то момент карета превращается в тыкву и все идет по прежнему сценарию. Ты понимаешь, что Катенька такая же, как Светка, как Машка, все то же самое. Эти девушки, кстати, иногда приходят в твои сны и становятся хорошими девушками. Ставь пальчик вверх, если иногда ты видишь бывших в своих снах, и они будоражат твое тело. А сейчас причина, почему так происходит. Я хочу тебя расколдовать, рассказать, что с тобой происходит. У меня практически в руках волшебная палочка, которая сейчас тебя расколдует. Наша жизнь полна неслучайностей, и все, что ты делаешь сам. Это твой личный выбор, и все имеет причину. Наша психика устроена так, что мы берем очень много из наших родительско-детских отношений. Ты в детстве смотрел на родителей и даже того не хотя, ты копировал их поведение. Поэтому ты выбираешь себе самочку, которая, например, похожа на твою маму. А так как родители идеальными быть не могут, то мы очень хотим во взрослом состоянии изменить маму. Например, чтобы она дала тебе больше любви. Все это ты делаешь для того, чтобы разрешить неприятные детские сценарии, и ты очень хочешь, чтобы мама изменилась и дала тебе, что ты хотел. А мама в данном случае это самочка, которая тебе нравится. Второе. Ты приделываешь девушке крылышки и 3-й размер груди, хотя у нее вообще-то 0. Из-за того, что часть информации о девушке тебе недоступна, ты возбуждаешь отдельную часть своего мозга и заставляешь его гореть огнем. Как же это происходит? Ты понимаешь, что Настенька тебе подходит, и ты начинаешь притягивать за уши очень многие факторы для того, чтобы они постоянно были у тебя в голове. Получается, что ты поддерживаешь огонь в теле и мозге и постоянно думаешь о каких-то вещах. Например, как она посмотрела на меня на физике, какой у нее аромат духов. Она только что попросила меня помочь с домашним заданием или с каким-нибудь давним отчетом. О боже! Сюда же ты записываешь мечты и фантазии, которые ты питаешь к Настеньке. Ты постоянно проигрываешь один и тот же сценарий, что бы у вас случилось, если бы вы были бы вместе. Это топливо для сильного горения для одной из твоих частей мозга. Все это существует, пока есть прочная связь между Настенькой, то есть раздражителем, и твоей частью мозга, которая постоянно возгорает, когда ты вспоминаешь что-то о ней. Отстраниться и трезво посмотреть на Настеньку страшно, поэтому тебе проще жить в мире иллюзий. Что же делать? Я советую тебе не настолько сильно вкладываться в Настеньку и понимать, что она все-таки человек. Нужно научиться найти баланс между теми приятными чувствами, которые ты к ней испытываешь, и между тем, что на самом деле Настя действительно человек, и у нее есть много недостатков. И помни, у нее правда 0 размер, а не 3, как тебе хотелось бы, чтобы был. Третье. Ты мучаешься, и тебе нравится страдать. А может, БДСМ – это твой любимый раздел на соответствующем сайте? Ты упиваешься своим горем, и ты безумно любишь страдать. Может быть, тебе все это и очень нравится? Может быть, тебе нравится, что девушка издевается над тобой? Например, девушка не знакомит тебя со своими друзьями. Девушка проводит с тобой время только когда хочет получить развлечение или денег. Девушка через тебя активно интересуется твоим другом. Девушка при тебе постоянно в плохом настроении, но постоянно колебается, и ты поэтому как на американских горках, и все ждешь, когда же бомбанет. Девушка часто хочет побыть без тебя, в одиночестве, говорит, что устала, болит голова, бла-бла-бла. Она держит тебя на поводке на очень длинном расстоянии. Жалуется на жизнь, говорит, что у нее болит живот, что у нее нет денег, что ей ничего не охота.
Она вечно тебя перебивает, не слушает и говорит только о себе. В здоровых отношениях должно быть легко, причем легко с самого начала. С первых минут тебе должно быть легко с этой девушкой. То есть такое чувство, как будто вы знакомы уже очень много лет, и вам всегда есть о чем поговорить. Всегда круче общаться с девушкой, с которой ты чувствуешь себя легко, и как будто вы знакомы очень много лет, чем с той, которой ты годами обхаживаешь и пытаешься найти общие темы. Девушка, которая сразу проявляет тебе интерес, гораздо лучше, чем девушка, которая вообще никакого интереса тебе не проявляет, и тебе приходится страдать ради того, чтобы получить ее внимание и вести ее, например, на сказочное Бали. Причем не факт, что сказочное будет тебе. Просто это круто. Четвертое. Ты влюбляешься в девушку, а как только ты понимаешь, что она отвечает тебе взаимностью, ты бежишь от нее. 3 месяца подряд ты рассматривал пшеничные волосы Оленьки, и ее страница в соцсетях была твоей стартовой. И вдруг Оленька начала приглашать тебя на свидание и проявлять тебе интерес. И ты решил от нее сбежать. Так бывает, когда ты хочешь близости, но ты не можешь ее принять. Скорее всего, причина в детстве, например, ты на папку не мог положиться. Поэтому теплые отношения ты воспринимаешь как что-то запретное, непредсказуемое, того, что у тебя в жизни еще не было, и ты не получал такого опыта. Может, ты уверен с детства, что ты недостоин любви, но тем не менее принятие и забота тебе очень нужны. Получается конфликт. Ты очень хочешь Оленьку, но принять ее заботу и тепло ты никак не можешь. Ты прячешь свои переживания и перекрываешь их другими эмоциями. Хорошая новость в том, что все это можно побороть, если ты найдешь причину, почему тебя притягивают неправильные девушки. Нужно говорить о своих потребностях в безопасной для тебя обстановке. Такое возможно у психолога и у меня на консультациях. Напомню, что ты можешь писать свои запросы мне на почту alkovastik@yandex.ru, и мы будем разбирать все твои боли, страхи и переживания. Кроличек, а напиши мне, пожалуйста, в комментариях, какой твой любимый раздел на XXX сайтах. Я надеюсь, что это видео было для тебя полезным, ты узнал что-то новое, поднял свое настроение. Спасибо, что смотрел мое видео. Я напомню, что в Инстаграме, где можно найти меня как Ольга Вастикова, ты также можешь на меня подписаться и смотреть мои фоточки и сторис. Сделай мне комплимент, поставь палец вверх этому видео, подпишись на мой канал, а также нажми на колокольчик для того, чтобы не пропускать мои новые видео. А с тобой была я, Оля Вастикова. До скорой встречи. Пока-пока.